Микулка М2. Это не просто Микулка М2, это Микулка М2+. Это новый сертифицированный Smart TV Box, который представил Микул буквально на днях, а мы уже делаем обзор. Так вот, эта штучка подросла, она получила новый процессор, больше памяти, она получила Dolby Vision, правда, знаете, в формате того, как это работает на Apple TV. Ну, в общем-то, с обзором на канале Технозон. Поехали! Вообще, как вы помните, Микулка М2 это был Skyward. Skyward в чистом виде Микул заказал OEM, и он получился очень мега популярным, несмотря на то, что у него был HDR постоянно включен. Но правда он абсолютно правильно отключался при подключении к SDR телевизорам. И знаете, вот было неплохо. Сертифицированный Android TV, S905X2 процессор, USB порты, сертификация Netflix, все хорошо. Но были жалобы пользователей на то, что мало памяти, 8 гигабайт для хранения, не хватает нам на приложение, подавай нам Dolby Vision и, короче, какие-то еще плюшки. И плюс плохо работал пульт на управление внешними устройствами, что, в принципе, здесь и пофиксили. Давайте мы сейчас с вами вскроем это все действие, и я вам покажу, как он выглядит сразу большим-большим вот таким вот крупным планом. Смотрите, это очень классный дизайн. Во-первых, изменился пластик. Это такой больше софт, мягкий пластик с металлической верхней штукой. И именно эта металлическая верхняя штука отвечает за отвод тепла наверх. Потому что снизу у нас есть пластина в том числе. Он не греется, он работает очень быстро. Вы это увидите сейчас на нашем обзоре. По портам у нас есть microSD карты, есть USB 3.0, USB 2.0, есть LAN RJ45. Какой LAN RJ вы увидите сейчас тоже на наших тестах. Конечно же, есть HDMI, есть у нас аудио-видео выход, вы можете его подключать к старым телевизорам, и есть SPDIF, что наделяет его достаточно богатым набором интерфейсов. Это очень хорошо. Он тяжелый, это говорит о том, что здесь нормальное охлаждение. Плюс у нас есть в комплекте вот такой вот Google пульт. Мы его видели на Микулка М2, вот такого вот формата. Этот Google пульт позволяет в данном случае регулировать громкость, вернее управлять и телевизором, и ресивером, и звуковой панелью. То есть это действительно удобно. И ТВ-боксом одновременно. То есть у вас один пульт для всего. То есть вот этот вот малыш вы берете, подключаете. Из плюсов то, что могу вам рассказать. Ну, есть еще, слушайте, есть блок питания. Да, и HDMI кабель. Блок питания у нас 5 вольт 2 ампера, наверное, стабильно. Да нет, 12 вольт 1 ампер, 12 ваттный. Ничего себе. Слушайте, ну ладно. Смотрите, что у нас из плюсов. Из плюсов это действительно сертифицированный Android TV 11. TV Quick Actions работает на переключение автофреймрейта. То есть автофреймрейта нативного нет. Есть Dolby Vision, но вот здесь у нас проявляются такие моменты. Момент заключается в том, что он реализован как в Apple TV. Это значит, что вы либо его включаете на постоянно, и у вас постоянно включен Dolby Vision, но при этом он не вырви глаз, вот таким вот образом. Либо вы включаете на постоянно SDR. Вот реализация точно такая же. Реализация управления пультом точно такая же, как в Google Chromecast, но при этом это платформа Android TV. То есть взяли какую-то смешанную солянку и попытались сделать более-менее такое адекватное устройство. В принципе, за его-то цену. А цену вы можете узнать просто-напросто перейдя в описании под видео и нажав на ссылочку на проверенного продавца. Кстати, на официальный магазин Микул, и это самая адекватная цена будет на просторах Алиэкспресса. Что касаемо 5.1 звука. 5.1 звук есть, здесь есть лицензия Dolby Audio, ведь она, конечно же, необходима для работы Netflix, для работы стриминговых сервисов, и, конечно же, стриминговые сервисы здесь будут работать, потому что здесь есть Widevine L1 DRM, то есть это полностью сертифицированное устройство. Очень неплохо работает у нас Wi-Fi 5 ГГц, но я что-то сильно много начал спойлерить, иначе вы сейчас наслушаетесь, а смотреть сам обзор не будете, поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, вот прям вот здесь вот есть кнопочка, и, конечно же, у нас есть спонсорство на нашем канале, которое дает много-много разных плюшек, но об этом вы тоже можете узнать, нажав на кнопочку «Спонсировать». Ребят, переходим на сам обзор. Будем обсуждать уже в обзоре все эти возможные недостатки, достатки, плюшки. А вот советую вам дождаться нашего резюме. Стоит его брать или нет?
И, кстати, здесь 905X4 процессор, я говорил? Да ладно, слушайте, вы сейчас все сами увидите, поехали. Классический интерфейс Android TV. Не Google TV, который сейчас пихают во все, что не попадя, который мне, откровенно говоря, не очень-то нравится. Это Android TV 11 с его привычными каналами рекомендаций, которые отлично работают. Как вы видите, у меня здесь очень много всего настроено. Но мы начнем не с этого. Мы начнем с тестов традиционных для Android TV. Это работа голоса, различных плюшек. Посмотрим настроечки и давайте двигаться. Самый лучший фильм. Использую это название, потому что зачастую есть на всех платформах, голосовой поиск работает, есть во всех источниках, с голосом здесь вопросов нет. То есть здесь Google пульт, который, во-первых, чувствительный, во-вторых, еще и может управлять другими моментами. В данном устройстве есть Google Chromecast, само собой мы сейчас зададим ему название, пускай это будет Android TV, и попробуем туда затранслировать что-нибудь с моего смартфона. Он определился моим смартфоном, нажимаем начать, получаем трансляцию экрана. Само собой, этот Google Chromecast будет работать в тех приложениях, которые его поддержат. Например, в YouTube вы выбираете закастить на такое-то устройство, либо какое-то приложение трансляции, которое тоже поддержит Google Chromecast, здесь будет срабатывать. Выходим. В самих настройках мы видим с вами раздел сети интернет, где мы видим поддержку Wi-Fi 5, вернее Wi-Fi 5 ГГц, можно организовать даже точку доступа. Это обычно у меня так спрашивают люди, можно ли сделать точку доступа? Можно. С аккаунтами вопросов не возникло, и вот мы с вами видим Setup Remote Buttons, где мы видим, что здесь можно настроить этот самый пульт. И вот, пожалуйста, картиночки листаются, как я настраивал свой LG. Этот самый пульт для различных устройств. Вы просто-напросто нажимаете добавить устройство и можете выбрать либо телевизор, саундбар, AV-ресивер. Все это будет закольцовано через HDMI цикл. Вот так вот, наверное, будет правильней. Поэтому, норм, функция работает, абсолютно рабочая. В самих настройках, если мы зайдем в обустройство, мы увидим, что это у нас модель 4K Android TV Box, но на самом деле это Микулка M2 Plus на Android TV 11. Хранилище здесь 16 гигабайт, из которых доступно 13. Если мы зайдем в экран и звук, то здесь самое интересное. HDR политика. Здесь есть два варианта работы HDR политика. Это Always HDR, это значит, что будет постоянно включен Dolby Vision и все будет работать в Dolby Vision. Или HDR Off, это значит, он будет выключен из HDR, и здесь есть вот у нас приоритизация Dolby Vision. Такая же ситуация у нас в принципе в Apple устройствах, в Apple приставках, да, в Apple TV, когда он либо работает постоянно, либо ты выключаешь его вот таким вот макаром. То есть вы должны на это обращать внимание. То, что здесь можно отключить в SDR, это хорошо, но то, что работает постоянно в Dolby Vision, к этому нужно привыкнуть. То же самое была реализация на Микулка M2, там постоянно работал HDR, но его отключить нельзя было. Здесь это работает. HDMI цик работает в рамках того, что он может представить, и в расширенных настройках звука у нас есть такой интересный момент. AC4 Dialog Enhancer, это значит, что у нас есть поддержка AC4 Dialog Enhancer, усиление голоса, и выбор форматов. Форматы работают только в автоматическом режиме, и, честно говоря, у меня на ресивере постоянно горит Dolby Digital Plus, то есть он работает с Dolby Digital Plus, хотя при подключении к Atmos показывает на Netflix поддержку Atmos. В AIDA 64 мы видим, что это все тот же Skyward, то есть это не Mikul, это Skyward, который производит прекрасные телевизоры. Платформа iLogic 2/16, доступный на текущий момент 1.75, есть у нас Bluetooth. Центральный процессор это 4-ядерный Cortex ARM, вернее Cortex A55, 4-ядерный ARM процессор на 2 ГГц, который работает в 32-битном режиме. Теперь у нас за отображение отвечает Mali G31 ускоритель. В принципе, это не топовый ускоритель, это обыкновенный самый ускоритель, но в Android TV игрушки какие-то поиграть можно. Сеть у нас Connect хороший, сейчас проверим реальную с вами скорость. Но доступа к температуре у нас нет, поэтому вы не можете посмотреть текущую температуру. Это на всех сертифицированных устройствах вот таким вот образом. Также у нас есть кодеки AV1, который сейчас все за ним гоняются. И есть аппаратный Dolby Vision. Сейчас уже тестируем скорость по Wi-Fi. 5 ГГц показывает ни много ни мало, больше 300 мегабит. 335, 340, это очень хороший показатель. То есть здесь действительно хороший Wi-Fi, и это действительно,
Для сертифицированного Android TV устройства это очень хорошо. То есть вы можете здесь смотреть любые раздачи, при том, что это 905X4 процессор. Я прям вот вангую, что это будет очень нормальная тема. Тест скорости на 2.4 показывает какие-то ошеломительные результаты, 170 мегабит на загрузку, но вы должны понимать, что он сейчас подключен, это TV-бокс, к Wi-Fi 6 роутеру AX6000 от Xiaomi. И я не уверен, что на всех роутерах будет так показывать, потому что действительно у нас роутер очень-очень круто работает. Пробуем кабель LAN RJ45, но помните, я вам сказал, что в обзоре увидите какой. К сожалению, здесь сотка. Самая простая соточка, и это вот, я считаю, недоработка. Был бы гигабитик, было бы поинтереснее, но с учетом его Wi-Fi в 5 ГГц, я думаю, что здесь вообще заморачиваться не стоит. 350-340 мегабит на пятерочке, это шикарно. Здесь чистая сотка, то есть здесь честные модули, отлично работающие, как на мой взгляд. Если говорить об игровой производительности, то мы тестировали через тест 3D Mark, и в результатах он показал очень хорошие результаты. Ice Storm Extreme 5968 баллов, что для процессора такого уровня это такой ближе к верхней планке, и Ice Storm Unlimited максимально. Да, максимально, это очень хорошо. И уже, думаю, нужно переходить к тесту мультимедийных возможностей. Конечно же, смотрите, насчет игровых возможностей я не сильно люблю играть на Smart TV боксах, но то, что поиграть здесь можно, это вообще факт. Включаем Дикую реку, знакомый нам всем ролик. И вот вы видите, сейчас я вам покажу еще картинку, что он декодирует HDR и каким-то образом его еще и в сейчас работает в SDR, потому что мы к SDR подключены. Давайте включу. Потому что мы к SDR подключены устройству, то есть при подключении к SDR устройству он будет работать в SDR и декодировать будет в SDR. Можно принудительно в SDR включить. Но сейчас он 2К проигрывает, сейчас мы 4К включим. Вот, пожалуйста, 4К. Также он декодирует и обрабатывает метаданные SMPTE 2084 цветового пространства, что это именно то, что касаемо HDR. Но все в Dolby Vision. Вот как-то вот знаете, вот они для HDR Микулка M2, для Dolby Vision Микулка M2+. По YouTube у меня вопросов нет. Единственное, знаете, что вышел и забыл проверить кодек AV1. AV1 кодек работает, замечаний тоже у меня по данному вопросу нет. 0 дропов, кстати, очень хорошо работает YouTube, мне очень нравится. По Netflix при подключении к Dolby Vision телевизорам выдает Dolby Vision и Dolby Digital звук, Dolby Digital Plus звук. Также он проигрывает 4К, то есть здесь полная у нас лицензия Netflix, поэтому для тех, кто ищет TV-бокс именно для Netflix или же для любого стримингового сервиса, которому требуется Widevine L1, будь это Megogo, будь это Netflix, какой-то Кинопоиск, что у нас там еще есть, Иви, все здесь будет работать со звуком 5.1 и в максимальном качестве, потому что здесь есть Widevine L1 у нас сертификация, о чем и говорит у нас приложение DRM Info. Мы можем посмотреть, DRM защита здесь существует. Вот он, поддержка CNC Clear K и поддержка Google Widevine L1. Конечно же, здесь нет автофреймрейта, но приложение TV Quick Actions в помощь есть в обзоре. Под обзором есть ссылочка для того, чтобы вы поняли, что это такое автофреймрейт и как с ним работать. Пробуем проигрывание больших файлов, большого фильма с внешнего жесткого диска и, конечно же, какие-то моменты звуковой совместимости. Если здесь DTS меня волнует, как много кодеков показывает, сейчас мы увидим реальную картинку. Сейчас я включу видео. Значит так, Dolby Digital Plus. У нас он изначально горит. То есть Dolby Digital Plus у нас воспроизводит Dolby Digital. Хорошо. Dolby True HD. Я так подозреваю, что нет у нас Dolby True HD. И да, он его декодирует. Но у нас Dolby Digital Plus, вот как вы видите, так и горит. DTS. У нас есть DTS. Это очень крутая тема. То есть, по сути, у нас есть DTS здесь со всеми, скажем так, лицензиями. Это очень хорошо.
И DTS HD Long Lossless идет у нас, ну имеется в виду DTS HD Hi-Res идет как простой DTS. Выводы по звуку, это значит, что наш с вами TV-бокс поддерживает HD формат, поддерживает 5.1 звук DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus. Dolby True HD идет через 5.1, через Dolby Digital Plus транскодируется. Я пробую проиграть смурфы 4К, большой, огромный тестовый файл. Конечно же, мне приходится скрывать, потому что правообладатели очень любят нас. Все отлично воспроизводится. Что касаемо проигрывания с внешних жестких дисков, здесь вопросов нет вообще никаких. Также здесь будет работать и IPTV высокого качества, потому что я лично вчера смотрел целый вечер HD каналы, и у меня тоже вопросов никаких не возникло. То есть смотрите, быстрое переключение с его сетевыми модулями, с его процессором 905X4, то есть так, не будем оценивать ничего. Вообще вопросов по IPTV нет. С IPTV Discovery Science. Обожаю этот канал. Кто не смотрит Discovery Science, тот очень сильно неправильно делает. Хорошо, с IPTV мы тоже как-то разобрались. По Dolby Vision профилям, которые он декодирует, он может декодировать 5, 4, 8, 7 ни MEL, ни FEL он не декодирует и не воспроизводит. Декодировали через Exaplayer с тестовыми файлами. По стримам типа Megogo тоже вопрос, ну типа Megogo и других, тоже вопросов никаких у меня не возникло. Я, вот знаете, вот как бы вот я обожаю сертифицированные устройства, потому что вы имеете минимум проблем с данными устройствами. Вот минимум. Вы можете смотреть любой фильм, который требует защиты DRM-L1. И вот, пожалуйста, мы с вами проигрываем фильмы. В Megogo есть доступ 4К HDR, вообще без вопросов. Выходим. Что мне остается здесь проверить из мультимедийки? Из мультимедийки я обычно еще проверяю какие-то, ну, допустим, раздачи через Matrix. Все будет скрыто, к сожалению. У нас есть достаточно большой фильм. Знаете, очень противно мне, конечно, так показывать, потому что ну, действительно тяжело сейчас. У YouTube очень большие ограничения. Но фильмы до соточки, например, тот же самый «Аватар», вот как детки в школу. Вот просто как детки в школу, спокойненько идет, проигрывает. Внутреннего плеера здесь нет, поэтому я использую Vimeo Media Player или Kodi. Ну, кому что нравится. Мне нравится Kodi, потому что со звуком интересно работать. Да и вообще в Kodi да и Kodi. Кому что нравится, кстати, напишите в комментах. Мне просто интересно, кто какой плеер использует. А между тем фильм спокойненько проигрывается. Если вы видите визуальное подергивание, то, пожалуйста, не надо сразу мне писать, что что-то дергается. Нет. На самом деле это всего лишь разница того, что камера моя пишет 60 Гц, а фильм воспроизводится 24 Гц. И с этим связано визуальное отличие. То есть это всего лишь визуальное, то есть если вы смотрите в реале, то никакой дерганины нет при использовании автофреймрейта через TV Quick Actions, либо если в вашем телевизоре есть такая штука, как EMC или уплавнялка в простонародье. Давайте просто-напросто перемотаем и посмотрим, как он реагирует на тяжелые перемотки куда-нибудь на середину фильма. Он должен сейчас подвиснуть, пробуферить и потом продолжить проигрывать. Что и требовалось доказать. Спокойненько пошел проигрывать дальше. С раздачами, ребят, я вот на паузу нажал, буду выходить. С раздачами на данном TV-боксе проблем нет. Что с игровыми возможностями? Мы можем, конечно, попробовать сыграть в какую-нибудь игру из Play Market. Да, абсолютно любую. Геймпад определился. Я использую GameSear G4 Pro. Самый лучший геймпад, который, как по мне, вот честно вам скажу, очень нравится. Ого-го, Асфальт 8. Мини-гейм на старте. Один из самых требовательных моментов в этой игре, потому что происходит одновременно и загрузка, и работа самой игры. Это, достаточно тяжелый момент. Так, поехали. Смотрите, говорю сразу, геймпад работает в режиме Xbox 360.
В режиме Android геймпад не заработал, я только что переключал. То есть он сейчас в синем режиме, это Xbox 360. То есть вы должны это тоже понимать, что для игры на таком ТВ-боксе, для каких-то незатейливых Android TV игр понадобится геймпад немножечко получше, чем какой-нибудь Bluetooth геймпадик за $10. Нет, это факт. И подборочку геймпадов я разместил тоже в описании под видео, которые к нему свободненько подойдут. Слушайте, ну не тормозит, едет. Сейчас мы кого-то догоним. Отклик на геймпад нормальный. Нет у меня никаких вопросов. Сейчас мы еще Raptid GP попробуем, потому что Raptid GP вообще там вынос мозга с ее эффектами на воде. Она обычно там заедает очень сильно мощность, крадет мощность процессора, что очень сильно ее выбивает из колеи. Ну, слушайте, нормально. Не, давайте Raptid. Raptid асфальт 8 сильно простой для него. Ну что, стартуем. И здесь у нас, ребят, тоже, даже на старте могу сказать, что все отлично. Я его тестирую уже очень долгое время. У меня нет ни провисаний, ничего. Он горячий сверху, потому что сверху металлическая пластина для отвода тепла. То есть вот это вот, я остановился, вот эта вот пластина сверху, которая декоративная, она из металла. То есть так и должно быть. То есть корпус вокруг пластик, он прохладный, а пластина по сути горячая. И это так и должно быть. Это правильно организованное охлаждение. Хотя меня, конечно, немножечко удивляет радиатор, который скрыт внизу на платье. Ну, там не радиатор, там тоже пластина. Я думаю, что, конечно, они поработали. Skyward умеет делать ТВ-боксы, и Skyward умеет делать вещи. Это факт. Что ж, я готов выходить резюмировать. Больше мне здесь смотреть нечего. И я вам могу сказать так, что данный ТВ-бокс получился очень взвешенным. Ну, единственное, что меня, конечно, смущает, вот этот вот момент с Dolby Vision, вот эта организация работы Dolby Vision, HDR, SDR, именно как у Apple TV. То есть вот этот момент меня смущает. В остальном всем это охренительный, прекрасный, взвешенный ТВ-бокс. Я вам не скажу, что он супер дешевый, но это полный сертификат Netflix. Но с Dolby Audio, с DTS, с Dolby, с Vision, на современном процессоре, с AV1 кодеком. И это вот то, чего мне не хватало. Да еще и памяти 16 гигов сунули. Мы рекомендуем. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.